А вы сортируете мусор? Нет? Тогда мы идем к вам. Привет, друзья! И в сегодняшнем выпуске я расскажу о том, как сортируют мусор в Испании и о том, как изменилось мое сознание при переезде из России в Испанию. Поехали! 3 июля – это Всемирный день отказа от пластиковых пакетов. Я знаю, что уже в России набирает движение по разделению и сортировке мусора, хотя она очень далека от Германии. Испания, кстати, тоже далека от Германии, не все тут так хорошо и идеально, хотя 20 лет назад появились первые яркие контейнеры по разделению мусора. Посмотрим, какие они. Самый первый такой красивый зеленый контейнер, в него выкидывать только стекло. Причем стекло из-под продуктов, то есть это могут быть бутылки, может быть бутылки из-под соусов, баночки, но нельзя выкидывать, к примеру, стекла от окон. Также сюда нельзя выкидывать чашки и керамику, и фарфор. Следующий контейнер – это желтый. В него выкидывается только пластик, а также пластиковый пакет, к примеру, из-под молока, тетрапаки, а также можно еще консервные банки или банки от пива. Вот такой синий контейнер предназначен для картона и бумаги, причем чистый, то есть если грязное, сюда не кидать. И очень удобная емкость, то есть все помещается. И четвертый серый контейнер предназначен для остальных прочих продуктов. Это органический, а также все остальное, которое не подходит под вышеперечисленное. То есть это не пластик, не бумага, не жестяные банки и не стекло. Я, конечно, очень обобщила, что в серый контейнер остальной весь мусор. Вот, например, строительный мусор относятся вот такие контейнеры. Причем они не бесплатные, на них написан телефон, то есть вы вызываете. Просто так на улицу вы не можете содержать такой мусор, будет большой штраф. А эти яркие оранжевые контейнеры, думаю, пользуются особой популярностью в Испании. Ведь испанцы любители ЗОЖ и средиземноморской диеты, поэтому все жарят во фритюре, и он нужен для использованного масла, то есть оливкового или подсолнечного. Самое главное, что их нужно выкидывать в бутылках плотно закрытых. Вон написано «En envases de plásticos cerrados». Когда я стал сортировать мусор, я обнаружила, что какое огромное количество пластика мы используем. И в магазинах все продается в пластиковых упаковках, его просто огромное количество. Вот так люди оставляют мебель, чтобы ее забрали службы или сосед. Как-то я видела барные стулья, их сфоткала, и через 5 минут они уже исчезли. И заметьте, что на всех контейнерах написано расписание, когда забирают мебель. То есть, например, el lunes a partir de las 9, то есть, значит, с понедельника после 9 вечера можете оставлять мебель, и службы заберут. Или сосед, которому понравилась ваша мебель. Есть вот такие ящики, в которые можно относить одежду, либо обувь. Считается на благотворительность. Нужно обязательно принести в пакет. Так, опускается, сюда загружается обувь. Или можно отнести ненужную одежду в вот такие магазины благотворительные, charity shop. Или в обычные магазины одежды. А этот яркий контейнер для использованных батареек. В обычные контейнеры их нельзя выкидывать. Обычно они расположены по всему городу, рядом с газетными киосками или киосками табако, а также есть во многих магазинах. Для всего прочего мусора существуют чистые точки, puntos limpios, и туда можно отнести, например, электротехнику, батарейки, медикаменты, мебель, масло использованное, а также обувь, одежду, дерево, мусор строительный, лампочки, краски, все что угодно. Чтобы найти эти чистые точки, нужно зайти на сайт raeandalucia.es и найти на карте вашего города эти зеленые точки. Они есть по всей Испании. Например, в Малаге всего одна точка, которая находится на полигоне Гвадальорсе. И она работает с понедельника по пятницу с 7 утра до 9 вечера и по выходным с 9 утра до 2 дня. А в Севилье и Кордобе, например, целых 4 таких точки. За каждым видом мусора приезжает отдельная машина по своему расписанию. Например, сейчас собирают пластик, а ночью, где-то в час-два, мы все время слышим звон стекла. И это пример мусорных контейнеров в магазине Меркадона. И посмотрите, тут особенный контейнер для капсул от кофе. Я первый раз его увидела. А все остальные одинаково, точно так же для органики, для бумаги, для пластика и для всего прочего мусора. И, конечно же, батарейки. И такой зеленый крайний контейнер. Хотя мусорные баки есть везде, и в магазинах, и в больницах,
Но все строится на сознательности граждан, потому что есть и испанцы, которые все выкидывают в один серый контейнер, мы, допустим, все сортируем. А такие фигуры на пляже предназначены для собирания пластика. Также, конечно, есть и контейнеры для другого мусора, но его редко люди сортируют, обычно все кидают в одно. Но слева вы видите такую конструкцию интересную с банками из-под пива. Это для собирания бычков. То есть люди берут, попользуются и относят обратно. Я бы, конечно, вообще запретила курить на пляже. А заметили, что изображен глаз на дереве? Это оберег моряков. Его изображают на многих кораблях и считается, что он приносит удачу. Еще по городу Малага очень много социальной рекламы, как, например, вот этот плакат, то, что пляж сам по себе не загрязняется, оставь его чистым. Также есть много плакатов по уборке за питомцами, чтобы хозяева не забывали. Питомцы сами за себя не в ответе. А вы как относитесь к теме сортировки мусора? Напишите в комментарии, очень интересно почитать. Друзья, мы с вами сегодня прогулялись по живописным мусоркам Малаги, даже успели выкинуть мусор и бутылки из-под вина. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, то поставьте лайк этому видео и до встречи в следующем выпуске. Адиос, пока!